Сегодня буду закатывать помидоры с морковной ботвой и вместо уксуса буду использовать лимонную кислоту. Помидоры получаются очень вкусные, просто супер. Помидоры буду закатывать в 2-литровых банках. Банки предварительно помыла содой и не стерилизовала. Крышки помыла также содой, залила кипятком и держала в кипятке примерно 5 минут. Отбираем тугие, но спелые помидоры, моем их хорошо. И чтобы помидоры от горячей обработки не лопнули, я прокалываю их в нескольких местах около плодоножки. Морковную ботву берем свежую, без каких-либо пожелтений или изъянов. Ботву также хорошо моем. Понадобится на банку 3-4 стебелька морковной ботвы. Также подготовьте перец черный горошком и лимонную кислоту. Вместо лимонной кислоты можно использовать традиционно уксус. Если пожелаете использовать уксус, берите 1 столовая ложка 9% уксуса на литровую баночку. То есть на 2-литровую 2 столовые ложки, на 3-литровую 3. 8-10 горошин перца кладем на дно банки. Одну веточку морковной ботвы я также положу на дно банки. Остальные веточки морковной ботвы я распределяю по бокам банки. Вкус помидор от этого не меняется. Делаю это, чтобы банки с помидорами смотрелись эффектнее. В баночки раскладываем подготовленные помидоры. При желании в банке можно положить и чеснок, и гвоздику, и лавровый лист, но это можно сказать, что уже другой рецепт. Сделайте для пробы хотя бы одну баночку с таким набором специй, чтобы понять, какие маринованные помидоры вам нравятся больше, вам и вашей семье. Кипятим чайник и кипятком заливаем помидоры до самого верха. Чтобы банки от крутого кипятка не лопнули, налейте сначала на дно небольшое количество воды кипятка. Подождите 3 секунды и долейте остальную воду. В 2-литровую банку входит 1 литр воды. Затем баночки прикройте крышками и оставляем минут на 10, чтобы помидорки прогрелись. Крышки не закручиваем, просто прикрываем банки. Через 10 минут воду с банок сливаем, она нам больше не нужна. Теперь в баночки добавляем 4 чайные ложки соли без горки и 4 столовые ложки сахара песка. Лимонной кислоты добавляем 2/3 чайной ложки, чуть меньше половины чайной ложки. Если вместо лимонной кислоты будете использовать уксус, то его следует добавить только после того, как баночки зальем водой. Снова кипятим чайник, на одну 2-литровую банку идет 1 литр воды. И заливаем баночки с помидорами до самого верха. Смотрите, чтобы помидоры были все в воде. Теперь баночки следует покрутить из стороны в сторону вот таким образом, чтобы лишний воздух вышел из банок. Банки туго закручиваем крышками. Перед тем, как будете убирать заготовку на постоянное место хранения, крышки желательно проверить на герметичность. Переверните их в горизонтальное положение и поверните их на 360 градусов. Если вода через резьбу крышек не протекает, значит крышки качественные. Если вдруг протекает, такие крышки следует заменить. Банки с помидорами переворачиваем. Не переживайте, что сахар и соль еще не растворились. Как видите, они на глазах растворяются. Накройте банки с помидорами чем-нибудь теплым, например, махровым полотенцем, и оставьте их в таком положении до полного остывания. Такая заготовка отлично хранится в домашних условиях, не обязательно в подвале или в погребе. Главное, все заготовки не ставьте около отопительных приборов и батарей. Кому видео понравилось и было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам вкусных, удачных заготовок. Готовьте с удовольствием, радуйте себя и своих близких. До свидания, до новых встреч!